13 существ. Один хладнокровный рейтинг. Список тех, кто реально забирает жизни. 13 палачей. Основанный не на силе яда в лаборатории, а на реальных телах, которые каждое утро находят в бедных деревнях и джунглях. Начнем с 13-го места. Моноклевая кобра. На ее капюшоне круглое пятно. Идеальный круг, как монокль. Это не украшение. Это предупреждение, которое большинство видит слишком поздно. Ее нейротоксин блокирует передачу нервных импульсов не сразу. Медленно, методично. Сначала слабость в мышцах, потом веки, потом дыхание становится труднее, потом невозможным. Весь процесс может занять несколько часов. Яд работает как таймер. Тихий, точный, без остановки. Моноклевая кобра не охотится на людей. Она охотится на крыс и лягушек. Просто живет там же, где живут люди. В этом вся проблема. 12 место. Филиппинская кобра. Большинство кобр плюются. Филиппинская. Делает это лучше всех, 3 метра. Такова дальность ее точного выстрела. Она не промахивается. Цель всегда одна. Глаза, эволюция отточила этот механизм до совершенства. Фосфолипазы в яде мгновенно разрушают роговицу. Но плевок – это только защита. Когда она кусает, в дело вступает нейротоксин. Один из самых быстродействующих среди кобр. Дыхательный паралич развивается стремительно. У филиппинской кобры нет времени на долгие сцены. 11 место. Обыкновенный копьеголов. Треугольная голова. Плоская, широкая у основания. Именно отсюда название – копье. Его тело покрыто термочувствительными ямочными органами. В полной темноте, без единого фотона света, он видит тепловой контур добычи с точностью до миллиметра. Ночью он становится идеальным охотником. Его яд гемотоксичен. Он атакует не нервы, он атакует саму кровь, разрушает стенки сосудов, блокирует свертывание. Кровь теряет способность останавливаться. Это медленный, разрушительный яд. Он не торопится. 10 место. Мозамбикская плюющаяся кобра. Небольшая, серо-коричневая. Совершенно неприметная в сухой траве, но ее укус запускает сразу 2 смертельных процесса. Цитотоксин разрушает живую ткань непосредственно в месте контакта. Нейротоксин атакует нервную систему системно. 2 яда, 1 змея. Эволюция не остановилась на полпути. При попадании яда в глаза некроз роговицы начинается в течение минут. При укусе ткань вокруг раны начинает отмирать. Мозамбикская кобра оставляет следы надолго. 9 место. Шумящая гадюка. Она предупреждает. Громко набирает воздух в легкие и резко выдыхает. Низкий, мощный шипящий звук, как меха кузнечного горна. Отсюда и название – пуфер, шумящая. Ее тело – идеальная маскировка. Пестрый узор сливается с опавшими листьями, с сухой землей, с камнями. Она не убегает. Она замирает и ждет. Ее клыки – одни из самых длинных среди гадюк относительно размера тела. Они складываются внутрь, при укусе разворачиваются мгновенно и входят глубоко. Ее цитотоксичный яд начинает разрушать ткани сразу, с первой секунды. Шумящая гадюка убивает больше людей в Африке, чем любая другая змея. Не черная мамба. Именно она, потому что она никуда не торопится. Она просто есть везде. 8 место. Черная мамба. Она не черная. Серая, оливковая, иногда почти коричневая. Черная только внутри. Пасть темная, как уголь. Она открывает ее широко перед атакой. Это последнее предупреждение. Мамба – самая быстрая змея в мире. До 20 км в час по открытой поверхности. 3 метра длины, иногда больше. Она не прячется в листьях. Она движется. Ее дендротоксин действует иначе, чем большинство нейротоксинов. Он не просто блокирует нервные импульсы, он вмешивается в работу калиевых каналов нейронов. Результат – судороги, паралич, остановка сердца.
Быстро. Очень быстро. Черная мамба не агрессивна без причины. Она предпочитает уйти. Но если загнана в угол, атакует многократно. До 12 укусов подряд. Если тебе интересны такие истории, если ты хочешь знать, где проходит граница между миром людей и миром хищников, подпишись. Это твой способ оставаться на связи с реальностью, которая обычно скрыта в тени. Следующая 5 – это те, кто не ждет. Они приходят сами. 7 место. Западноафриканская пилообразная гадюка. Меньше полуметра. Тонкая. Почти изящная. Но ее чешуя устроена особым образом. Зазубренные кили расположены под углом. Когда она сворачивается и трет кольца тела друг от друга, раздается сухой шорох. Предупреждение. Ее личная система сигнализации, выработанная эволюцией. Ее яд – гемотоксин высшего уровня. Он запускает в организме диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Кровь начинает сворачиваться одновременно везде и нигде. Сосуды забиваются микротромбами. Одновременно развивается неконтролируемое кровотечение. Организм разрушается изнутри, пытаясь одновременно свернуть и не свернуть кровь. Это один из самых изощренных ядовитых механизмов среди всех змей на планете. В теле существа длиной 40 сантиметров. 6 место. Фер де ланс. Железный наконечник копья. Так переводится его имя. Посмотри на форму головы и поймешь почему. Фер де ланс. Питвайпер. Ямочные органы между глазом и ноздрёй улавливают инфракрасное излучение. Ночью он видит тепловой мир с разрешением, недоступным большинству приборов ночного видения. Его клыки – полые иглы, подключенные к ядовитым железам под давлением. Укус – это не укус, это инъекция. Мгновенная, глубокая, с большим объемом яда. Фер де ланс не убегает, он агрессивен по природе. Он атакует первым, если считает себя под угрозой. Среди всех змей Латинской Америки он главная причина смертельных укусов. 5 место. Черношея плюющаяся кобра. На шее темная полоса. Отсюда имя. Она плюется точнее большинства плюющихся кобр. Ее мышцы вокруг ядовитых желез сокращаются с такой силой, что яд вылетает направленной струей. В движении, на бегу, в прыжке. Она не промахивается. Но главное в этой змее – не плевок. Главное – ее яд при укусе. Он одновременно нейротоксичен и цитотоксичен. Двойной удар. Нервная система и ткани атакуются параллельно. Организм получает 2 фронта разрушения сразу. Черношея кобра эволюционно совместила 2 разных ядовитых механизма в одном существе. Это редкость даже среди самых опасных змей. 4 место. Индийская кобра. Ее капюшон – один из самых узнаваемых образов природы. Широкий, плоский, с рисунком на тыльной стороне. 2 круглые отметины, соединенные линией. Капюшон – это не просто устрашение. Это демонстрация размера. Зрительный сигнал «я больше, чем кажусь, уйди». Ее нейротоксин действует на постсинаптические рецепторы ацетилхолина. Нервные импульсы перестают передаваться к мышцам. Дыхательная мускулатура останавливается. Это не быстро, это постепенно. Нарастающий паралич. Индийская кобра – одна из 4 змей, которых в Индии называют «смертельная четверка». 4 вида, ответственных за подавляющее большинство смертей от укусов в стране с 1,5 миллиардами жителей. Она среди них. 3 место. Обыкновенный крайт. Черно-белые полосы. Четкие и контрастные. Крайт – ночной охотник. Днем он вял и почти пассивен. Ночью – другое существо. Активное, целенаправленное. Его нейротоксин – бунгаротоксин, один из самых мощных среди всех змей. Он блокирует нервно-мышечные синапсы необратимо. Без антидота связи не восстанавливаются. Укус крайта почти безболезненен. Его клыки небольшие,
Яд не вызывает немедленного жжения. Симптомы нарастают медленно, через час, через два. Сначала боль в животе, потом слабость, потом паралич. Крайт не шумит, не предупреждает, не демонстрирует капюшон. Он просто кусает и уходит. Второе место. Гадюка Рассела. Широкое тело, треугольная голова. Рисунок из цепочки темных овалов вдоль всей спины, красивый, почти орнаментальный. Гадюка Рассела агрессивна. Она не уступает дорогу. Она шипит громко, раздувается, принимает S-образную позу и атакует без долгих раздумий. Ее яд – сложный коктейль. Гемотоксины, цитотоксины, нейротоксины. В зависимости от региона обитания состав меняется. Популяции из разных стран производят химически разные яды. Это редкость. Это делает ее непредсказуемой даже для токсикологов. Почечная недостаточность, некроз тканей, внутреннее кровотечение, нейротоксическое поражение. Гадюка Рассела бьет по всему сразу. Тысячи смертей каждый год. В Мьянме, в Индии, в Шри-Ланке, в Таиланде. Только от нее. Но она не первая. Первое место – песчаная эфа. В западной литературе и документальных фильмах ее называют исключительно пилообразной гадюкой. 35 сантиметров, иногда 40. Небольшая, широкая, с грушевидной головой. Пестрый бурый узор, сливающийся с песком и камнями. На ее боках особые чешуйки, зазубренные. Она складывает тело в спираль и трет кольца друг от друга. Раздается сухой шелестящий звук, почти как у гремучей змеи, только тише, только если ты стоишь совсем рядом. Песчаная эфа живет в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, в самых засушливых, самых труднодоступных, самых удаленных от медицины районах планеты. Ее яд содержит эхистатин – вещество, блокирующее агрегацию тромбоцитов. Кровь теряет способность сворачиваться полностью. Дополнительно – прямое разрушение эритроцитов, почечная недостаточность, системный коллапс. Антидот существует, он работает. Проблема не в яде. Проблема в том, что эта змея выбрала для жизни именно те места, где антидота нет рядом, где дороги нет, где времени нет. Один вид этой маленькой незаметной змеи, по оценкам ученых, убивает больше людей, чем все остальные ядовитые змеи Африки и Азии вместе взятые. Подпишись, если хочешь видеть больше таких историй. Увидимся в следующем эпизоде. До новых встреч!